Здравствуйте, уважаемые зрители! Хочу ознакомить вас с самыми интересными новостями Армении и Азербайджана. В армянских издательствах уже паника. Они вот все эти известные ихние политики. Я ознакомлю конкретно, что они заявили. Что скоро от территории Армении ничего не останется. Армения теряет с каждым днем все больше территорий. И вот как раз статья по этой теме осады Армении продолжается и кольцо сжимается. В общем, они заявляют, что по всей линии соприкосновения границы Армении с Азербайджаном Армения потеряла огромные территории. И все эти высоты контролирует спецназ Азербайджана. Им уже там неспокойно жить, можно сказать, спокойно жизнь закончилась. Вот подробнее, что они заявляют. Сентябрьская агрессия Азербайджана существенно повысила уязвимость коммуникаций населенных пунктов. Это Сюник, это Зангезур. Это написал секретарь фракции «Честь семьи» Тигран Абрамян. Вот он на фотографии. Довольно опасная ситуация сложилась на участке Кафан, Чекатен, Неркин, вот здесь Неркин и Хант, Цав. Сейчас я конкретно покажу. Это в направлении второй магистрали, связывающей Кафан с Ираном. Сейчас покажу эту трассу. В общем, вот здесь я вам показываю Сюник, Кафан, Чекатен и дальше Страшен и Неркинан. Вот это вся трасса. И здесь сейчас вооруженные силы Азербайджана контролируют ее полностью. Последняя информация, они практически у дороги вот здесь находятся, в районе Неркинанда, вот здесь. И вот этот самый Абрамян заявил, что все, там жизнь закончилась, спокойно не могут автомобили армянские проезжать. Сколько бы власти не заявляли, что после установления азербайджанцами контроля над дорогой в Чекатен строят новые маршруты, фактически действующая там называемая альтернативная дорога тоже находится в зоне уязвимости Азербайджана. Кстати, во время сентябрьской агрессии из этой ситуации альтернативная дорога не использовалась, так как азербайджанцы открывали огонь по автомобилям, проезжающим по этому участку. Огромный участок трассы республиканского значения от Кафана, Неркинтант и Цав находится в поле видимости поражения Азербайджана. Я вам говорил, да. Азербайджанцы прямо у дороги стоят, могут расстреливать эти автомобили, проезжающие армян. Это проблема так в плане обороны, так и для нормальной жизни и развития ряда населенных пунктов Сюника или Зангезура. Осада Армении продолжается, и формируемое кольцо сжимается. Ну все, их там полностью зажали, армян. А власти заняты только тем, что перекладывают собственные провалы на различные геополитические центры и международное сообщество, заявил Тигран Абрамян. Ну, все правильно, Тигран Абрамян говорит, что они потеряли контроль над этой трассой. Практически вот эта вся часть потеряна, но эта трасса, здесь эти иранские фуристы гоняют контрабандный товар туда. И Иран сейчас что, возбудился так, что не дай бог ему эту трассу перекроют, то они там войной пойдут на Азербайджан тогда. Они уже начали бряцать оружием здесь, проводили свои учения. Ну еще вот один такой губернатор заявил, Вайдзора, азербайджанские подразделения продолжают находиться на поступах к Джермуку. Ну, всем известный Джермук, да, Азербайджан где-то, судя по километражу, он показывает, в 7 километров продвинулся, и они практически у самого Джермука здесь находятся. И все, там жизнь кончилась, там уже беженцы с этих районов. Сот, Кут, в Ордене сбежало уже 8 тысяч армян. Неясно, куда они сбежали, может в Мартуни, может там в Ереван. Но здесь все, спокойной жизни нет. Они тоже боятся, что их начнут обстреливать. Они тут не могут ни сельскохозяйственными работами заниматься, ни убирать урожай, ничего не могут. В общем, все. И вот один из них, этот самый губернатор Вайдзора, заявил. Так, что касается, сколько позиций в Джермуке перешло под контроль Азербайджана, губернатор призвал обратиться к Министерству обороны Армении. Он сам ни хера не знает. Понимаете, они сами ничего не знают. Где там азербайджанцы, пускай министр обороны разбирается.
Григорян заявил, что по их сведениям азербайджанские подразделения остаются на подступах к Жермуку. Ну, конечно, остаются, куда они денутся. Однако, по его словам, начальник генштаба вооруженных сил Армении лучше владеет ситуацией. В общем, они перекладывают друг на друга, в общем, пускай там армия разбирается, это ихняя проблема, пускай они идут там воюют с азербайджанцами, а я губернатор, я вообще не знаю, где там что где они находятся. Губернатор не знает, что у него под носом вооруженные силы Азербайджана находятся. По нашим сведениям, они продолжают находиться там. Но начальник генерального штаба лучше владеет, потому что у него есть все средства. Ну, бинокли, да, пускай посмотрят, где находятся азербайджанцы. Расследовательные средства. Если начальник генштаба сказал, что они отошли, типа, ну хорошо, отошли, значит отошли, блин. Так, но он говорит, что из Жермука мы их видим, сказал губернатор Вайдзора. Вот так, он говорит, ну мы их видим, говорит, вон там азербайджанцы у самого Жермука, говорит, а мы их видим, ну а что, а генштаб сказал, что они ушли, ну значит, пускай, что они ушли. В общем, все, конкретно тут вообще бардак, я говорю, что там происходит в Армении, они там вообще с ума сошли. Так, и вот дальше, еще один такой, есть у них Айгалумян. Он вообще начинает что-то несуразицу, какую-то несознанку играть. В общем, он говорит, что мы будем скоро сдавать несколько сел в Тавушской области Азербайджану. Сейчас покажу где. Вот Тауш здесь, рядом граница Азербайджана. Так, вот Зюрзегича. И вот здесь вот они говорят, надо будет сдавать несколько сел, потому что Азербайджан практически здесь находится тоже уже вооруженные силы Азербайджана. Но он как-то скрытно, так непонятно. Губернатор Тавушской области Айгалумян отказался отвечать на вопросы, будут ли сданы Азербайджану эти села этой области Тавушской. Я не отвечу на этот вопрос, типа сказал он журналистам в беседе. На замечания журналистов не отвечайте, поскольку подобной проблемы типа нет. Я вообще на этот вопрос вам не отвечу. Он еще сказал, там еще фиксируются выстрелы, типа, стреляют там, ясно. Азербайджанцы начали, видно, постреливать там. И они уже испугались, что там надо уже отдать Азербайджану. Это села приграничные. И дорога, да, вот здесь трасса идет. Наверное, азербайджанцы, думаю, уже спецназ около этой трассы стоит. А здесь Тауш рядом. И они, конечно, постреливают проезжающие автомобили армян по этой трассе. И все, он говорит, надо сдавать уже, пора сдаваться. Так, и вот, что тут еще? Так, губернатор Тавуша призвал журналистов в следующий раз не задавать ему подобные вопросы о сдаче сел. В общем, Пашинян сказал, сдавай все, что можешь, а журналистам говори, не лезьте не в свои дела, это не ваше дело. Не понимаю, ведь я все сказал, что я могу еще вам ответить, типа... Это в данный момент такой проблемы нет, это не обсуждается. В общем, блин, беспредел там, что у них происходит. Так, в дальнейшем, в ответ на вопрос, можете исключить, что будет в дальнейшем, будет, не могу исключить. В общем, все сдадут Азербайджану в ближайшем будущем. В общем, вот такие новости. Говорю, не скучно, тут паника у армян в Тавуше, паника у армян в Жермуке и паника у армян в Кафане. Все сдадим, говорит. Пашинян говорит, сдавайте все, ничего не жалко. Так, всем спасибо, всем пока, до новых встреч.